я тогда как-то пережил тяжелое расставание тяжелое. Знаете, в чем это выражается? Просто, получается, мы расстались, а потом я пошел к урологу. Вот. Ну, типа, просто в какой-то момент после расставания я сижу, и у меня начинает чесаться член. Чесаться прямо. Я такой... А такого не было раньше вообще никогда. И я не понимаю, что происходит. И он опять чешется, я думаю, ну это не к добру. Ну вряд ли он чешется, потому что растет, согласитесь, да? Заживает. Скорее всего, что-то другое. Типа, вообще нет хорошей приметы с этим, да? Там у тебя чешется рука, это к деньгам, чешется нос, будем бухать. Нет такого, что чешется член к сексу, да? Ну, почему-то. Нельзя идти с девушкой, типа, что-то член чешется, наверное, потрахаемся. И она такая, да, у меня писька чешется, точно потрахаемся. Ну, не работает так. Понимаете? И я такой, типа, блин, надо идти к урологу. И почему-то я решил идти в платную клинику. Не в государственную, а в платную. Ну, типа, потому что, видимо, бабки есть. Бабки не проблема. Я такой, пойду в платную, норм полечат. А это оказалась ошибка, потому что там лечат, сука, точно так же, как и в государственной, понимаете? Там те же врачи, ничем не отличается. Ну, и в государственной, и в платной у тебя берут мазок. Нет такого, что в государственной у тебя берут мазок, потому что дешево. А в платной ты приходишь, трахаешь девушку и ждешь, чем она заболеет. Нет. Ты просто, ну, везде мазок. И это, сука, стоит еще 500 гривен прием, типа. Я пришел, я думал, заплачу 500 гривен, меня полечат. А оказывается, это вход. Типа ты платишь за вход, а дальше все процедуры платные. Я такой, ничего себе, это что? Бля, а вход не херовый, как в хороший клуб вообще-то, да? Ну, я зашел и думал, может там, я выглянул еще, может там девушкам до 12 коктейлей бесплатно, я хрен знает. Ну, типа, я не понимаю, там нет никакого шоу. Нет такого, что рядом с урологом пиджейки танцуют, типа. Там, не знаю, бармен шоу какой-то, он в одной руке трясет шейкер, в другой член, да? Ну, нет. Ничего, сука, не происходит. Хотя, мне кажется, за эти деньги, я не знаю, там звезда урологии какая-то должна быть, ну что, ну я не понимаю. Ну хрен я должен зайти за эти деньги, там Стинг. Я такой, ага, окей, ну нормально. Согласен, со Стингом загнул. Со Стингом это я где-то на дальних рядах, максимум с балкона ему пенис показываю, да? Это. Ну хотя бы Потап там должен сидеть за эти деньги. Что ты заходишь, ты еще и здесь теперь, понял, все, давайте. Окей. Просто я думал, что это как депозит, знаете, ну типа 500 гривен, и мы на них что-то лечим. Ну, типа, я такой, мне, пожалуйста, мазок и пиво. Ну, я так себе это представлял. А тут просто вход. Просто вход. Охренеть. Что хотите сказать? Ты еще к ортодонту не ходил. У меня есть такой вопрос, я приходил на консультацию, он такой осматривает, говорит, ну да, прикус неправильный, типа там надо вас еще куда-то записать. Я говорю, так, блядь, я знал, что у меня прикус неправильный, что мне с ним делать? Он говорит, ну я не знаю, сейчас дальше вас запишем. О, хорошее. Это... Было бы к урологу так тоже хорошо сходить. Но вам надо лечиться свободно. Идите в обычную клинику платную, подлечитесь. Все. Ортодонт еще слово такое. Были все у ортодонта? Ортодонт. Ну это как будто динозавр какой-то, нет? Диплодок, ортодонт, они там где-то вместе живут. Птеродактиль иногда прилетает. Вот это все. Ну, я реально, когда мне сказали ортодонт, я такой, что? Кто? Я к ортодонту. Куда? В музей естествознания? Куда ты собралась? Мне такие, это зубы. Нихуя. Я такой, можно меня называть диплодок? Я буду доктор Диплодок, здравствуйте. А что вы лечите? Ну, заходите, 500 гривен, и я вам расскажу потом. 800, да, я после этого расскажу. Короче. Мазок, сука, это вообще, это вообще если честно. Этот мазок, это вообще, еще назвали так мазок. Как будто, что-то безобидное. Могли бы назвать как-то иначе. Расплата за грехи, например. Но мазок, чтобы вы понимали, как это происходит. Нам туда засовывают, типа, что-то похожее на ватную палочку. Вот, как в ухо. Только это нихуя не ухо. Я такой, я не должен там ничем слышать. Там, что делаешь, типа. Вот. Это очень неприятно. Звучит, я еще раз говорю, очень безобидно. Как будто тебе в садике, да, так по жопе скотчем, и все. А нет, это другая херня. Это вот туда засовывают, и он еще засовывает и проворачивает, и в глаза смотрит такой, как будто сейчас будет спрашивать, где танки? Понимаете? И я в этот момент почувствовал себя шестеркой «Жигулей». Я согнулся и сделал так.
Он такой, а что происходит? Я такой, ну, больно типа. Он такой, это еще что? Вот в 18 веке туда железных грибов засовывали. Я такой, ну, возможно, в 18 веке это и не анализ был, знаете? Возможно, это просто признать, что ты колдун. Ну, вот это. И потом мне еще говорят, анализ, подожди неделю. Неделю анализ. Я думаю, блин, как неделю? А что я должен делать неделю? Часа смотреть, что за бред? Ну как это, подожди неделю? Это что такое? В смысле неделю? Я думаю, блин, получается... Я думаю, что вот в средневековье люди от чего умирали? Не потому что это смертоносная болезнь, а потому что они тупо не дождались анализа, понимаете? Потому что такие, подождите неделю. Те, которые возвращаются, такие, а мы не рассчитывали, что вы вернетесь. Вы что, еще из-под железного скребка выжили? Ну, вы тоже хотите крепко.